В 1612 году Россия находилась в состоянии анархии, получившем имя «Смутного времени». Народ терзала война, голод и чума. До трети населения погибло. Иностранные войска заняли Москву, Смоленск и Новгород. Но затем Россия дала отпор. Князь Пожарский и купец Кузьма Минин привели русское ополчение в Москву и изгнали поляков. С 2005 года это событие празднуется 4 ноября как День национального единства России. Земский собор, русское всесословное собрание, принял решение об объединении вокруг нового правителя и избрал 16-летнего боярина Михаила Романова следующим царем. Его династия будет править Россией 300 лет. Царь Михаил отдает территории в обмен на мир, приобретая столь необходимую России передышку. Его сын, царь Алексей, составляет новый правовой кодекс «Соборное уложение». Он превращает всех российских крестьян, примерно 80% населения, в крепостных, фактически в рабов. Их статус передавался потомству, не предполагая свободы перемещения или выбора своего хозяина. Это была система, которая определяла русский сельский быт в течение следующих 200 лет. Глава Русской Православной Церкви, патриарх Никон, провел религиозные реформы, разделившие церковь на официальную и старообрядцев. Это разделение продолжается по сей день. Запорожские казаки, восставшие против Речи Посполитой, признали царя Алексея Михайловича своим сувереном, рассчитывая на его военную поддержку. Это привело к 13-летней войне между Россией и Речью Посполитой. Россия вышла из нее победителем, вернув Смоленск и взяв под свой контроль Восточную Украину. Восстание против царского правительства во главе с казаком Стенькой Разиным внесло анархию на юг России, но оно было в итоге подавлено. Разин был доставлен в Москву и четвертован на Красной площади. Болезненный, но весьма образованный Федор III провел много реформ. Он отменил местничество, систему, которая распределяла государственные посты в соответствии с родовитостью, а не заслугами. Были символически сожжены древние книги с записью рангов. Но Федор умер в возрасте всего лишь 20 лет. Его сестра Софья стала регентом, управляя от имени младших братьев, царей-соправителей Ивана и Петра. После столетий конфликтов Россия и Речь Посполитая подписали договор о вечном мире. Россия присоединилась к Священной Лиге в войне против Османской империи. С Софьей также был утвержден первый в истории договор между Россией и Китаем, устанавливающий границу между двумя странами. В возрасте 17 лет Петр I отобрал власть у своей сводной сестры Софьи. Петр стал первым русским правителем, отправившимся за границу. Он совершил поездку по Европе в составе Великого посольства, ища союзников для войны России против Турции и занимаясь изучением последних разработок в науках и судостроении. Война против Турции была успешно завершена Константинопольским договором. Россия получила Азов от вассала Турции, Крымского ханства, а вместе с ним плацдарм на берегу Черного моря. Петр осуществил массу реформ, стремясь превратить Россию в современное ему европейское государство.
Он требовал от русских дворян одеваться и вести себя как европейцы. Он предписал всем, кто отказывался бриться, платить налог на бороду. Петр построил первый русский флот, преобразовал армию и систему управления, поощрял промышленность, торговлю и образование. В ходе Великой Северной войны Россия, Польша и Дания объединились против господствовавшей на Балтийском море Швеции. Война началась плохо для России, с катастрофического поражения Карлу XII Шведскому под Нарвой. Но Россия одержала победу во Втором Нарвском сражении. Окончательным поражением армии Карла XII стала Полтавская битва. На побережье Балтийского моря Петр завершил строительство новой столицы Санкт-Петербурга. Строительство среди прибрежных болот будущего главного города России было замечательным достижением, однако это стоило жизней многих тысяч крепостных. Великая Северная война закончилась нештатским миром. Россия победила Швецию, став новой доминирующей державой на Балтийском море. За 4 года до своей смерти Петр был объявлен Петром Великим, отцом Отечества, императором всероссийским. Петру наследовала его жена Екатерина. Затем внук Петр II, умерший от оспы в возрасте 14 лет. Императрица Анна Иоанновна, дочь царя Ивана V, брата Петра, прославилась пышным декадансом своего двора и влиянием немецкого фаворита Эрнста Берона. В царствование Анны Витус Беринг, датский мореплаватель на русской службе, предпринял экспедицию, которая открыла побережье Аляски. Он также обнаружил Алеутские острова. Позже его имя получило море, разделяющее Россию и Америку. После смерти Анны ей наследовал внучатый племянник, младенец Иван VI, который был свергнут дочерью Петра Елизаветой. Иван VI провел всю свою жизнь в заключении, пока в возрасте 23 лет не был убит своими охранниками во время неудачной попытки освобождения. Елизавета Петровна прославилась ветренностью, экстравагантностью и множеством молодых любовников. Но она была способна и к решительному руководству. В союзе с Францией и Австрией Елизавета вступила в Семилетнюю войну против короля Пруссии Фридриха Великого. Русская армия нанесла сокрушительное поражение Фридриху в битве при Кунерсдорфе, но не смогла использовать свою победу. В то же время в Петербурге возводится Зимний дворец, стоивший огромных расходов. Он оставался главной резиденцией российских монархов вплоть до революции 1917 года. Наследник Елизаветы, Петр III, был внуком Петра Великого от его старшей дочери Анны Петровны, умершей от последствий родов. Выросший в Дании, Петр III едва говорил по-русски и восхищался врагом России в Семилетней войне Фридрихом Великим настолько, что изменил интересам России в конце Семилетней войны, спасая Фридриха от неминуемого поражения. Действия Петра III возмутили многих офицеров гвардии. Он также был предметом неприязни своей немецкой супруги Екатерины. Совместно они свергли Петра III, который умер неделю спустя при подозрительных обстоятельствах. Его жена Екатерина стала императрицей России. Ее царствование стало одним из славнейших в истории. Спасибо за просмотр. У нас появилась группа ВКонтакте, ссылка будет в описании. Подписывайтесь, там мы будем выкладывать разное интересное по истории, а также анонсировать новые выпуски. А если вам понравилось это видео, пожалуйста, подпишитесь на наш канал, поставьте лайк и обязательно поделитесь им со своими друзьями.